Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-1. Сразу хочу вам сказать, этот ролик он мне скинул в день патча, когда он вышел с новым героем, короче, все как мы любим. Тут будет реализация Темного Лорда, и так как он мне скинул это в первый день, я уверен, что он его не совсем детально протестировал, поэтому здесь будет какая-то, наверное, нестандартная сборка, а возможно будет обычная стандартная сборка, там, допустим, рыцари плюс древние, может быть, духи плюс древние, ну, короче. Давайте просто сейчас посмотрим, как он реализовал в первый день патча этого нового героя, правильно? Поэтому присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам вечера. И, ребят, хочу я напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, раз вы уже перешли на мой телеграм-канал, обязательно на него подпишитесь, потому что там я пишу, когда у меня стримы по обновлениям этой игры. Ну и самое главное, это чат комьюнити. Поэтому, ребят, что? Правильно. Присоединяемся, не стесняемся, а дальше вы знаете, что делать. Ну и, соответственно, не поскупитесь сейчас на лайк. Ну и, соответственно, оставите свой комментарий по поводу этой игры. Погнали. Так, старт у него неплохой. У него 2 тинкера, гоблин-убийца. Предметы... О, мана плюс 50 нашел, шикарно. На самом деле у него сейчас неплохие предметы, я смотрю, неплохие ему такие герои пришли. Я бы, кстати, на самом деле бы убрал одного гоблина-убийцу. Потому что этот гоблин-убийца может немного заруинить. То есть, как он может заруинить? Он может просто добивать этого крипа. Хотя нет, у него идеально они прыгнули. В общем, как он может заруинить? Во-первых, этот гоблин-убийца второй мог прыгнуть под его же крипа и просто добивать этого крипа и не дать добить крипа вот этому гоблину-убийца. Ой, ну неплохой предмет на самом деле ему упал, но я бы, наверное, взял кристалл Божьего посланника, чтобы был мана-реген и все такое. Так, ну, рубрика «Все по 2» начинается. Ага, вот так вот он решил. ХПшку отдать в Луну, а предмет вот этот вот второго тира кому ты отдашь? М? Предмет кому отдашь? За предмет забыл. Предмет? Ну, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, уже там Темный Лорд, уже... Хорош. А парень там такой скилл показал сейчас. Гоблин-убийца в 2 звезды, еще одна фигура в 2 звезды. Понимаю. А он, кстати, предмет забыл. И только вот сейчас о нем вспомнил. Абаддон, кстати. Илина, не хочешь взять? А чё ты Клокверка не взял? А чё ты не хочешь его взять? Нестандартное решение он сейчас принял. Он, наверное, хотел найти себе жреца и выйти полностью в лустрик. Здраво оценил, скажем так, свои силы, сможет ли он здесь кому-либо противостоять, и решил, что надо поиграть через лустрик. Там уже тренд в 2 звезды. Не, ну, чел на первом месте вообще шикарный. Гоблин-убийца в 2 звезды, Луна в 2 звезды. Там тренд в 2 звезды. На самом деле тренд в 2 звезды нормально так душит. Там от хила море. Ну ладно, посмотрим, как он будет выпутываться из этой ситуации. Ему мартретка пришла, он ее решил продать. Все, пошел на лустрик. Окей. Окей. На самом деле наблюдать за лустриком это прям приятно. Просто сидишь, смотришь, анализируешь вражеские столы. Но там уже есть фартовые люди, у которых даже 2 темных лорда. Мне на самом деле интересно за такой вот игрой, как он будет выкручиваться из этой ситуации. А еще мне нравится, когда я вот на месте иногда буксую на некоторых фразах. Прям 10 из 10. Кстати, знаете, что я вспомнил? Все, запись идет. А то мне на мгновение показалось, что запись не шла. Знаете, на мгновение. Я как-то забыл, включил я запись, не включил запись. Вот сейчас решил проверить. Ну, память. Дырка в голове. Тут убийца собирается, кстати. Ну, он сидит спокойно через лустрик, ничего не делает. Но я, кстати, бы на его месте
Легионка? А купить не хочешь? Не, наверное, он не будет покупать легионку, он будет тупо идти в инкам. Хорошую экономику. Ну ладно. Я бы, конечно, на его месте бы, ну, поставил бы какую-то фигуру, чтобы она, может быть, хоть кого-то убьет. Ой, там такой парень с рубрикой все по 2. 2 снайпера, 2 гритера у него там было. Сильно. Очень сильно. Интересно все-таки, как же он будет реализовывать этого темного лорда? Не знаю. Посмотрим. И вот у меня, знаете, что еще сейчас в голове промелькнуло. А на 10-м раунде кем он убивать будет? Не, ну может ему сейчас фартанет, и за пару раундов ему придет темный лорд в 2 звезды. И будет намного приятнее, соответственно, забирать мобов. В самом деле, вот этот вот темный лорд, он как герой для второго тира идеальный. Вот серьезно, он очень сильный. Но я думаю, все-таки его будут нерфить. Как его будут нерфить? Смотрите. Скорее всего, если вы вспомните, как раньше тренд хилил, и как он, ну, как это правильно объяснить? Короче, у него отхил у Трента был размазанный. То есть не раз в 0,25 секунд хилил, а вот в течение секунды вот так вот он размеренно хилил. Ну и, соответственно, хил у него был здоровый. Сейчас же Трент не хилит так жестко. Но, тем не менее... Обалдеть. На первом месте там у типа стол. Так вот. У Трента сейчас была точно такая же механика отхила, как сейчас у этого темного лорда дамажит скилл. Вот, скорее всего, поменяют механику и сделают как у Трента. То есть будет раз в 0,25 секунд дамажить, а не так, как сейчас у него размазанно дамаг идет. Скорее всего, будет это так. Но, как по мне, герой обалденный. Не знаю, его даже не стоит никак менять, ну, нужно оставить его именно таким, какой он есть. Он не имба ни в коем случае. Его можно легко законтрить. Элементарно всякие сайленсы, думы, минус КП реген, отключение синергии, моментальный урон. Ну, куча вариантов, как можно его законтрить. Там уже, кстати, синергия древних собирается у одного, второго. Один, кстати, будет играть, похоже через полностью чернокнижников. То есть там будет 6 чернокнижников и что-то еще докидывать будет. А вот, кстати, синергия древних уже. Но там, кстати, охотник. Кстати, охотники. Охотники обалденно контрят этого нового героя. Элементарно, когда остается один охотник, а против тебя... Ой, один охотник. Один темный лорд, а против тебя охотники. То, соответственно, охотники просто не дадут подойти этому темному лорду. И что темный лорд сделает? Ничего. Ну, короче. Я помню, знаете... Блин, это будет спойлер. Я не выкладываю этот ролик еще, потому что... Ну, скажем так, я не хочу, чтобы у меня на канале было много однотипного контента. Я стараюсь разнообразить свои сборки, все такое, и выкладывать их на канале. Так вот, у меня первый ролик был тоже же с темным лордом, все такое. Вот. Ну, мне кажется, не затащит. Хотя, ну, вероятность есть, что он может спокойно затащить. Сейчас предметы перекинет в Марсе. Она может затащить. Кстати, Марси нерфанули тоже неоправданно. Раньше у нее была... О, кстати, хорош. Хорош. Не, ну это хорошо сейчас. Отлично ему пришел Темный Лорд. Прям 10 из 10. Но я бы на его месте, кстати, чернокнижников бы поставил вместо древних. Все-таки как-никак, но 20% от хила и шансов вынести мобов намного больше. Щит он, к сожалению, на себя накинул. Вот, смотрите, как Марси понерфили. Какая скорость атаки у Марси. 0,2. Раньше была 0,1. Жестко. Неоправданно. Неоправданно не нерфанули ее. За что? О, аптечка священника сюда. Он как раз через лустрик играет. Ему эта аптечка священника только на руку будет. Так вот. Спойлер. Я там в первый день говорил, что если соберется 50 лайков, я выпущу еще один ролик с темным лордом. Так вот. Я выпущу этот ролик, потому что там собралось 50 плюс лайков. Но выпущу на следующий день после вот этого вот ролика. Потому что, ну, я обещал все-таки выложить ролик еще один с темным лордом. Так что выложу. Но у меня там будет другая сборка.
Я думаю, что топ-не так не сыграет. Но я, короче, в конце игры посмотрю. Если будет точно такая же сборка, то, соответственно, выкладывать не буду. Но если будет у него немного другая сборка, то, соответственно, выложу. Ну, короче, вы поняли. У него цвета, посмотрите, какая синяя. Решил на 7 уровне ролить темного лорда. Кто вдруг не знает, то максимальный шанс выпадения темного лорда на 6 уровне, потому что там 40% шанс выпадения зеленых фигур. Но стол, конечно, у чувака на первом месте огромный. Да, у него денег нет. Но он, кстати, ролится там. Это минус. Но плюс для нас. Так вот. Темный лорд как фигура мне нравится. Да. 3 луны в 2 звезды, это не шутка. Через цвет. Баночки ему, кстати, так хорошо хп восстанавливают. Кстати, здесь хорошая игра для магов-драконов. Прям хорошая игра. Но на самом деле, если так посудить, ему опасен только сейчас, в принципе, охотник и чувак на первом месте. Это вот самые опасные для него противники. Все остальные противники не так уж и опасны для него. Давайте поговорим по поводу предметов на темного лорда. Какой ты молодец. Кто не понял, что он только что сделал, объясняю. Он взял 2 предмета первого тира, перековал. Он хотел 3 предмета перековать во второй тир. Он перековал 2 предмета, и по итогу ничего не получилось. Красава. Показал скилл. Ребята, учитесь. Учитесь у лучших. Ну ничего страшного. У меня тоже такие косяки бывают иногда. Редко, конечно, но метко. Особенно, знаете, когда я там волнуюсь, либо спешу куда-то, то у меня тоже такие приколы бывают, когда возьму 2 предмета первого тира, перековаю, либо не докую. Ну, короче. Красавчик. Ну, от этого игра будет только интереснее, если он ее камбэкнет, конечно. Но это фатально было. Не слишком критично, но фатально. Это просто, понимаете, это предмет для перерола в 3-й тир был. Потенциально. Оу, нежить. Почти все в 2 звезды. Плюс 3 хп баночка восстановила. Кстати, Энигма, Энигма. Возьми, сейчас мобы. Сейчас мобы, возьми Энигму. Сейчас же мобы, возьми Энигму. Но я бы на самом деле через яйцо бы сейчас апнул темного лорда, потому что у него очень слабый стол для мобов. Его мобы разорвут. Может, апнешь его все-таки через яйцо? О, Рубик упал, хорошо. Кстати, может поставить баф чернокнижников. Но он поставил богов. Ну, в принципе, окей. Давай, яйцо уже в темного лорда закидывай. Давай, давай, давай. Да, красава. И баф чернокнижника получил. Вот все. Темный лорд в 2 звезды уже будет внушать страх. Скоро, кстати, обновится боевой пропуск. На него выкатят стиль. Будет прикольно. Кстати, кто не знает, как работает синергия древних, объясняю. От полученного лечения, вот когда вот, допустим, 100 лечения, либо будет 300 лечения, то, соответственно, раз в 5 секунд будет срабатывать синергия древних и наносить максимум 300 чистого урона. Это приятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Не повезло, не фартануло.
Он хотел найти посох третьего тира, но по итогу не нашел. Короче, берете 6 рыцарей, 4 древних и керри темный лорд. И когда будет пассивка рыцарей срабатывать, то, соответственно, будет срабатывать и синергия древних. И будет она срабатывать сразу на максимум. Будет наносить раз в 5 секунд 300 чистого урона. Прикольная синергия на самом деле, потому что она работает в радиусе одной клетки и работает на всех союзных фигур. Это вообще шикарно. То есть, по сути, если против вас какие-то воины, и у вас, допустим, все ребята кучно стоят, то там можно нанести почти 3000 урона чистого по области. Это сильно. Но он, кстати, идет 10 уровень. Посмотрим. Из неприятного там есть антимаг, который может его душить, будь здоров. Ну, посмотрим. Не буду заранее его хоронить. Может, это будет идеальный камбэк. Ну, либо хотя бы в топ-2 зайдет, в топ-3. В самом деле, через нового героя так приятно играть. Но если против тебя сильный антимаг, то можешь забыть. Антимаг взорвет все и вся. Синергия кунг-фу еще неприятно против темного лорда, потому что темный лорд, он играет в долгую. А вот синергия кунг-фу в долгую не любит играть. Синергия кунг-фу любит быстро заканчивать все эти дела. Ну и, соответственно, контроль. Контроль темного лорда душит, будь здоров. Или тоже 9 охотников соберутся, они просто не дадут темному лорду подойти и все. Будет больно. Как же тебе хорошо баночки восстанавливают хп? Объясни мне, пожалуйста, кому ты душу продал за то, чтобы тебе так баночки хп восстанавливали? Почти каждая баночка 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4. Обалдеть. Я тоже так хочу. Кстати, у меня была игра, я играл на лустрике, у меня было 10 баночек восстановления хп через жрецов. Как думаете? Напишите в комментариях, сколько хп мне восстановило 10 баночек. Вот как вы думаете? Я тогда с такой отвисшей челюстью сидел. Сразу говорю, ребят, такого вы, наверное, не видели еще никогда. Я эту игру, к сожалению, не камбэкнул. Ну, сейчас вы поймете почему, когда я скажу, сколько хп восстановило. А вы, соответственно, пока в комментариях напишите. 10 баночек. Восстановило мне 12 хп. Сильно, да? Я тогда с такой отвисшей челюстью сидел, что у меня просто чуть ли... Ну, мне чуть телипать от злости не начало. Понимаете? 12 хп за 10 баночек. Серьезно? Это был трындец. Полный трындец. Ну, кстати. Но Луна довольно-таки поздно собралась в 3 звезды. Но она будет давать хорошенько по лицу, если хорошие предметы еще упадут. Да. Ну, кстати, скорее всего, он будет играть через тот билд, который собирал я. Но я в конце скажу об этом. Там антимаг в 2 звезды уже собрался. Вот самый жесткий это антимаг в 2 звезды. Если он присосется к мана-герою, то все. Это будет похороны. А еще у меня нос чешется, сейчас чихать буду. Ой. Кто пожелал мне здоровья, то огромное спасибо. Не знаю, что-то в последнее время то нос чешется, то горло першит, то еще что-то, короче. Ой-ой-ой. Так вот, а почему ты не возьмешь себе 10 сразу? А, наверное, хочешь усилить свой стол перед мобами. Ну, логично, в принципе, да. Короче, в конце этой игры я скажу, такой у меня билд или не такой билд. Ну и, соответственно, если у нее будет не такой билд, как у меня получился, то я выложу эту катку в тот же день. С этим роликом, соответственно. Да, будет предмет сейчас третьего тира искать. Если что, то с предметом третьего тира, когда падает посох третьего тира, намного ярче становится игра. Оп, спасибо.
Со второго раза рольнул. Вот это хорошо. Вот сейчас будет урон от этого темного лорда. Знаете, что мне нравится? Мне нравится то, что щит темного лорда не настакивается один на одного. Опа. Ну, поспешил, кстати, немного. Ну, ладно. Мастерская бума у него из реликвии было. Поспешил. Ну, ничего страшного. Угу. 4 духа, 4 бога, 4 древних. Окей. Выглядит интересно. С посохом третьего тира ему будет полегче играть. Плюс духи, которые будут давать окаменение на 2 секунды. Приятно, приятно. 28 хп. Смотрим. Там, кстати, парень тоже на лустрике играл. Нормально он себе там хп восстановил. Почти 40 хп восстановил с баночек. Не, ну топ не один тоже хорошо везло на восстановление хп. Прям очень. Там, кстати, Горн собирается. Из минусов у него только один предмет. Это посох третьего тира. И никакого больше манрегена у него нет. Ему бы хотя бы найти кристалл второго тира, который дает плюс 50 маны. Было бы идеально, потому что когда чернокнижники начинают раунд, они начинают раунд с 40 маны. Вон, смотрите, как сейчас выжигать будет. Окаменение сработало, все. Пошел выжигать. Хорош. Винстрик! Сюда. Ну все, это камбэк. Это камбэк. Сейчас, конечно, к нему придет антимах и сожрет его, но это уже другая история. Если он очень долго будет собирать темного лорда в 3 звезды, это будет вдвойне неприятно. Там, кстати, паренечек с 13 винстриком. Если он собьет и ему винстрик, ой-ой-ой, как будет приятно. Ну там, кстати, Синрея кунг-фу собралась. Ну, на одного эльфа плевать, на второго эльфа не плевать. Хотя там Марси однозвездочная, МК однозвездочный. Ну, короче, на второго эльфа пока плевать. На чистокровного эльфа вдвойне плевать. Он просто будет его фармить с этим темным лордом. Вообще никаких проблем не будет. А вот с чувачком, у которого 4 кунг-фу, будут проблемы. Будет классно, если ему сейчас на 25-м раунде упадет драконий рог. Будет идеально. Так вот, я хотел поговорить по поводу предметов на темного лорда. Смотрите, посох третьего тира обязательно. Это 100%. А его, кстати, тут испепелили. 20 хп осталось. А это уже неприятно. Омник, отлично. Омник пойдет. Омник необходим. Хорошо. Но Омника нельзя скипать. Омник очень полезный персонаж. Так вот, по поводу предметов на темного лорда. Посох третьего тира обязателен. Сейчас поговорим после того, как он сролит все деньги. Давай еще одну реликвию яиц, а? О, дизраптор! А, не взял? Прикольно. Я думал, возьмет. Квапа. Ну, по сути, 2 легендарки он открыл, получил 10 монет. Хорошо. Да, на 10 уровне тяжело искать темного лорда. Очень тяжело. И Омника продал. Интересно. В общем, по предметам... Забрал винстрик. Хорош. Просто 2 винстрика сбил. Красава. Жалко, только посох плохо настакивается. Но то, что он винстрик сбил, это вообще очень приятно. В игре, кстати, есть импреска. А это неприятно. Блин, уже мог бы Омника собрать в 2 звезды. Но знаете, по закону подлости, если бы он купил Омника, он бы ему не пришел больше. Ладно, все, возвращаемся к предметам, потому что я слишком много отвлекался на игру. Какие предметы на темного лорда must have?
Посох третьего тира 100%. Щит пятого тира 100%. Радик 50/50. БКБ по ситуации. Потому что если против тебя, соответственно, много контроля, много всего такого, то БКБ необходимо. Причем критично необходимо будет. Хекс ситуативно, только если надо кого-то законтролить жестко. Но вот прям жесткие предметы, это посох третьего тира, Мьёльнир, щит пятого тира, бессмертие. Ну, можно, конечно, еще кольцо четвертого тира, цепочку четвертого тира. То есть вот такие вот предметы можно взять. Ему бы в идеале, чтобы сейчас пришло либо 3 темных лорда, либо же одно яйцо и еще один, ну, еще 2 темных лорда. Не, ну антимаг с маской второго тира это гениальный чел. Красавчик. Но еще, кстати, 9 убийц против него, это плохо. Что ж такое? Опять нос чухается, опять чихать буду. Ой, извиняюсь, ребята. Ой-ой-ой. Дико извиняюсь. Не знаю, аллергия, походу, на что-то. По-любому здесь инсектоид появится, раз я расчихался. Кстати, огромное спасибо, кто пожелал мне здоровья. Вот. По-любому здесь появится инсектоид, раз я чихать начал. По-любому. О, босс третьего тира еще один. Правда, ему не нужен. О, мифриловый доспех, отлично. Минус обезоруж, минус хекс и все такое. Пригодится. Оп, хорошо. Дух пятерка! Не, ну это мощь. Если он соберет еще и духа пятерку, будет идеально. Надеялся и верил, что дух будет. Повезло, повезло. Ого! Эмпреска. Блин, тут такие классные легендарные фигуры, если честно. Во-первых, здесь может появиться 6 шаманов. На секундочку. Потому что есть Дизраптор, есть Эмпреска. Соберет духа пятерку в 2 звезды, ему игра намного легче покажется. Дух пятерка много урона наносит. Но цель темный лорд, не забываем. Мы смотрим за темным лордом. Кстати, на его месте я бы, наверное, поставил бы всех поближе. Все-таки, как-никак, синергия древних работает в радиусе одной клетки. Так что я бы, наверное, поставил все-таки их поближе. Но тоже, это, наверное, лучше делать только тогда, когда ты играешь, наверное, через рыцарей, либо же через каких-то гоблинов. Потому что они дают тебе пассивный хп-реген. А вот во всем остальном надо будет с помощью магии наносить и тому подобное. Короче, 50/50. Хорошие там ребята, заряженные. Но по сути он может всех вынести спокойно. Единственное, что охотник может очень много урона нанести, но у него есть 4 духа. Они ему помогут против охотника. Правда, если там не соберется 9 охотников. Но тоже, какие 9 охотников? Если там соберется очень много трехзвездочных фигур охотников, то 9 охотников его могут даже вынести в легкую. Хотя, если он соберет духа пятерку в 2 звезды, то игра перевернется. Дух пятерка в 2 звезды будет нормально наваливать. За обе щеки будь здоров. Но инсектоид должен появиться. Я чихал. По-любому должен появиться инсектоид. Я аж 4 раза за этот ролик чихнул. На секундочку. Извиняюсь заранее. Ну тут убийца, вот он, с темпларкой. Но, кстати, темпларка тоже такой неприятный герой. Да, вроде бы темный лорд сжигает эту темпларку, да, но вот что происходит. 10 хп происходит. Вынесите кто-нибудь, пожалуйста, этого убийцу. Ему нужен темный лорд в 3 звезды. Ой, отлично, хорошо. Осталось теперь только дожить. Выиграет раунд, я думаю, разблокируют роллы. Купит темного лорда, продав еще и Марса. Ну что, я держу за него кулачки, у него 10 хп. Когда в 3 звезды соберет его, будет намного проще. Ну, как по мне, ребята, если вы хотите вот играть примерно через такой билд, там, кстати, тоже собрал парень духов, древних, чернокнижников, богов немного.
В общем, если вы хотите поиграть через Темного Лорда, я рекомендую его ролить на 6 уровне. Все-таки там шанс выпадения фигур 40%. Так, это синергия кунг-фу плюс эльфы. Ай-яй-яй, нет, нет, жить! Фух, антимаг сдох. Осталась Марси. Темный лорд откис. А, не сдох антимаг. Нет, жить. Пожалуйста, живи. Сдохни, антимаг. Хорошо. Фух. Тигр. Так, продал. Успел. Фух, я думал, сейчас не успеет. Я думал, что сейчас будет капец. Найдет щит 5-го тира, ему станет намного проще играть. На самом деле, ему станет намного проще играть, когда у него будет темный лорд в 3 звезды. Но игра такая, прям нервная, если честно. 10 хп у него уже осталось. Прям на тоненького играет. На острие меча. Или на острие ножа. Короче, как угодно думайте. Но играет прям на тоненького. Очень на тоненького. Как по мне, ну это чисто мое мнение, сразу говорю. 4 бога этому герою не надо. 6 духов, 6 чернокнижников, 6 рыцарей, 4 древних. Для него достаточно. Но играть через богов, как по мне, ошибочно. Не знаю, это лично мое мнение. Да, под 4 богами он может накидать этих щитов на весь твой стол, и это будет очень много урона. Но, как по мне, ему это и не надо. Возможно, я ошибаюсь. Серьезно. Возможно. Кстати, вынес этого типочка. У него... У него 9 хп было. Хорош. На одного конкурента стало меньше. Задушил оппонента своего. Есть! Хорош! Последние 4 монеты, 1 ролл и находит темного лорда. Красава. Показал скилл. На 10 уровне его, конечно, тяжело наролить. Думаю, после этого раунда он начнет ролить предметы. Я думаю, он будет искать 5-го тира предмет. Хотя, на самом деле, лишаться мифрилового доспеха не очень хочется. Вообще не очень хочется. Кстати, я хочу обратить внимание, чернокнижники, они отдают 20% своего здоровья на то, чтобы сделать себе 40 маны со старта. И вот я хочу обратить внимание на мифриловый доспех. Он сейчас закинул, и там плюс 100 маны должно давать. Плюс 100% мана регенерации. Вот я аж заговорился. Хочу посмотреть. А ну-ка. Прикиньте, с мифриловым доспехом у него сразу 100 маны становится. То есть мифриловый доспех работает на классовую особенность чернокнижников. Прикольно. Я об этом не знал, если честно. Вау. Хороший предмет, точнее реликвия. Но какую реликвию он возьмет? Потому что сейчас... На самом деле мог бы взять даже и хаотичный договор. Но он хотел мету найти. Но взял шлем Ареса. Хочет духа 5 найти. А почему... А, активировал. Фу. Мне на секунду показалось, что он не активировал ее. Ну, я думаю, нет смысла тебе искать предметы 2-го тира. Зачем они тебе... Ну, у тебя же так он со 100% маной появлялся. Зачем тебе кристалл маны? Не понял. Вот этого момента я, конечно, не понял, почему он так сделал сейчас. С мифриловым доспехом он сразу появлялся со 100 маны. А реально, почему ты так сделал? Ну ладно, сыграл на гарантию, будем так говорить. Все-таки так у него будет 90 маны. Но как по мне, вот этот кристалл маны плюс 50, он лишний. Ой-ой-ой, нет, Хекс. Ой, Хекс, Сайленс. Жить. Живи! Ё! 3 хп. Окей, живем. Но там темпларка с такими обалденными предметами, что ну его в баню. 3 хп. Одна ошибка, и он ошибка. Я, конечно, буду верить в то, что кто-то там выкинет этих убийц. Но там, кстати, 9 охотников еще собралось.
Антимаг, ну вообще жесткий. Просто с маской второго тира сидит, ману выжигает. Красава. Да, молодчага. Ну еще кучу предметов против магии собрал себе. Да, игра, конечно, не его. Сложная игра. 3 хп осталось. Если выкинут у охотников, отлично. Ему это только сыграет на руку. Выкинут убийц, всех остальных он порвет. Даже, я думаю, синергию кунг-фу он тоже спокойно порвет. Ну, кстати, парень антимаг с маской второго тира сидит. Кайфует, наслаждается жизнью. Ой, хорошо. Ну, кстати, дух пятерка, когда к нему придет в 2 звезды, ему станет еще проще играть. Отлично. Есть! Там, по-моему, убийцу выкинули. Маску второго тира надо найти. Кристалл маны, попрощайся с кристаллом маны, ну. Медальон, я тоже понимаю, что ты не хочешь скипать, но кристалл маны надо скипнуть. Медальон второго тира ему поможет. Ладно. Не хочет скипать предметы, окей. Но, по-моему, там, кстати, убийцу выкинули. Как дух пятерка не хочет идти. А вот и дух пятерка, отлично. Заблочил. По-моему, там выкинули убийцу. А ну покажи. Покажи список противников. Я хочу посмотреть. Убийца вылетел или не вылетел? Ну, я думаю, вылетел убийца. Охотник жив. Охотник нет. Охотник сдохни. Пожалуйста, сдохни, охотник. Вздыхает, отлично. Боже, как ему помогла только что синергия духов. Нереально спасла только что его синергия духов. Окаменение срабатывало раз за разом. Хорош. Вот это я понимаю сильно. Вот это вот я понимаю. Максимально нервная игра, если честно. Все, у него хватает предметов, он будет сейчас скипать. Отлично, щит 5 тира. Ай! О, ну ладно, хекс пригодится. Он дает магический урон, дает контроль. Пригодится. Не юзлess предмет. Да, убийцу выкинули. Самая главная проблема была, это убийц. И по итогу убийцы нету. Чел на первом месте какой-то странный билд себе сделал максимально. 6 гоблинов, 4 рыцаря, древние. Если честно, у него очень слабый стол. У него стол, вот топ не один, намного сильнее, чем у того. А тут, кстати, 9 нежити. Но он должен фармануть этих 9 нежити. Спокойно. Живем, 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 живем. Отлично. Да, фарманул. Спокойно. Но там нежить вылетела. Возможно, если бы нежить не вылетела, было бы намного легче. Ну, намного тяжелее ему играть. Но нежить вылетела. Все, он остался на один с гоблинами, рыцарями и древними. Ну, посмотрим, кто сильнее. Я считаю, у топ не один сильнее стол намного. Сейчас, если ему еще и предмет 4 тира упадет как надо, вот, допустим, ему кольцо упадет 4 тира, которое блочит 120 урона, это будет вообще имба. Но я думаю, он будет искать себе предмет 5 тира. Ему щит 5 тира надо. С щитом 5 тира намного легче играть. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, что тут за предметы? Радик, Мьёльнир, маска 5 тира. Неприятно. Неприятно, но вспоминаем, что у нас есть Хекс. Луна может просто находиться в Хексе. Сейчас, если ему даже и обезруш упадет, там вообще будет приятно. Плюс духи будут срабатывать. Я думаю, ему будет... Ай-яй-яй, как неприятно. Цепочка. Хорош. Так, закини посох 3 тира тогда в духа 5. Я бы на самом деле... Ой, хорошо. Идеальные предметы. Может... Ну, в принципе, ладно. Я думал, блинк скипнуть. Ну, ладно. Яйцо... Боже, как ему идеально пришло сейчас. Но отдам ему должное.
У него тяжелая игра была. Очень тяжелая игра. И он просто из чего-то коричневого и палок слепил лепешку. Яйцо в эльфийскую волшебницу. Учится у лучших. Но тебе до меня еще расти и расти. Вот когда ты закинешь эльфийскую волшебницу в гнездо Мамора, вот тогда мы с тобой поговорим, понял? Ой, там тоже щит 5-го тира, кстати. А что ты щит свой не кастуешь ни на кого? Я не понял. О. На-на-на-на-на-на-на-на. Смотри, как выжигает. Хорош. Ну, сильно, сильно, окей. Но, не знаю, ему надо будет подготавливаться к какому-то другому билду. На всякий случай. Горн такое себе ставить, потому что там луна. Ну, предметы у луны, конечно, идеальные. Не знаю, может имеет смысл поставить 6 чернокнижников. У него темный лорд будет огромен. Не знаю, не знаю. Так, щит на себя накинул. Щит накинул. Почему он щит так плохо накидывает? Не в первый раз я замечаю о том, что он иногда не сразу кастует свой щит. Почему так? Хекс вернул себя. Ну, нормально, он его сжигает. Походу, игра длится к 40 раундам. В самом деле, если ему сейчас не фартанет, и Дарксир сразу словит Хекс из-за щита 5-го тира, будет неприятно. Ну, по-моему, кстати, Хекс не летит в Луну, насколько я заметил. А ну-ка, сейчас я еще раз обращу внимание. Но, по-моему, Хекс не летит в Луну. Ну, кстати, классно он сделал, потому что Рубик, если что, свапает Луну. Чел даже этого тупо не замечает. Он настолько уверен в своей расстановке, что он этого тупо не замечает. Смотрите, оп, Рубик места... Ай-яй-яй, поменял, прикиньте. А Хекс, кстати, летит в бабку. Не в Луну, а в бабку. Но он сейчас как много в табло получит. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не, немного. Луна там подобивала многих. Я думал, парень на Луне снова не заметит то, что Луну-то свапают. Вот это у них серьезная баталия. Ну, не знаю, как по мне, зря парень там Луну собирал керри. Я думаю, та же самая бабка была намного жестче. Сейчас Дума будет свапать, и Дум будет сразу умирать. Смотрите. А нет. А что он делает? Продает весь свой стол ради чего? А что он сделал? А, он гритера не успел поставить, прикиньте. Ай-яй-яй. Ну, поздравляю тебя еще раз с твоим ферзем. Напиши в комментариях, сколько раз ты уже с ферзя слетел. Ради контента. Не, пареньку, конечно, не фартануло на втором месте. Вообще не фартануло. Ай-яй-яй. Это была жесткая игра. Не успел на втором месте поставить себе гритеров. Но я не знаю, насколько бы ему гритеры помогли на самом-то деле, потому что там темный лорд не на шутку сжигает. Я думаю, не помогли бы ему гритеры, серьезно. Если бы это был антимаг, а не луна, я бы сказал, что ему гритеры бы помогли. Но так как у него луна керри, он бы поставил гритеров, ну... Я уверен, что ему бы гритеры не помогли, серьезно. Хотя не знаю, давайте так.
Что думаете вы на этот счет? Напишите, соответственно, в комментариях. Что я хочу сказать по поводу этой игры. Во-первых, он сыграл не так, как я, поэтому ролику быть точно такому же, скажем так, ну, тоже реализации Темного Лорда, а не точно такой же сборки. Посмотрите его сборку, посмотрите мою сборку. Но, как по мне, игра классная. Вот серьезно, классная игра. Мне нравится Темный Лорд. Вот такой герой. Ставлю лайк. Ну, что думаете вы по поводу этого героя, соответственно, напишите в комментариях. И в целом, что думаете по игре, тоже напишите в комментариях. И не забудьте, что я сказал по поводу гридеров, тоже напишите в комментариях. Ну, лайком поддержи, соответственно. Если ты на меня не подписан, то обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!